третий фокус с Америки, 1.0 EcoBoost. По регламенту замена ремня ГРМ меняется там 220 тысяч километров. На моем Форде километраж уже 100 тысяч. Когда его меняли и меняли его вообще, я не знаю. То есть хочу снять сегодня поддон и посмотреть, в каком состоянии ремень ГРМ и привод масляного насоса. Можно, конечно, снять верхнюю крышку, но мне кажется, там больше сложностей будет. Короче, сегодня буду снимать поддон двигателя. Сначала скидываем ремень, который вращает кондиционер, генератор. Вставляем обычный квадрат большой с набора и поворачиваем его против часовой стрелки. Тянем, и видите, он расслабляется. Запоминаем расположение ремня и снимаем сам ремень. Так, дальше сняли воздушный фильтр, отсоединили два датчика лямбда-зонта, они там находятся. После этого нам мешает выхлопная труба, то есть катализатор, и нам надо ее снять. В первую очередь снимаем теплоэкран, откручиваем все болтики на 10 и снимаем кожух. Вот такую картину мы наблюдаем. Теперь открутили 4 гайки под головку на 13. Открутились они очень легко от руки. Теперь лезем вниз под машину. Так вот, и снизу откручиваем мы тоже на 13. 2 гайки крепления и 2 гайки вот на головку под 15. Так, отсюда мне было неудобно, и они были довольно сильно зажаты. Мне пришлось нарастить и через верх 2 воротками открутить. Все, теперь снимаем катализатор и смотрим заодно, в каком состоянии труба снята, и заодно смотрим, в каком состоянии катализатор. Так, и последнее, что надо снять, это компрессор. 2 болта. 3 болта. 1, 2 и вон там 3. На проволочку подвесили его, и все. Теперь по кругу болты откручиваем и снимаем поддон. Так, все болты открутил отверткой. Сюда подковырнул, и поддон начал опускаться. Короче, при вас хочу это все снять. Так, прокладки нету, все стоит на герметике. Так, опускаем потихоньку. Так, все, сейчас уберу в сторону. Так, смотрим. Маслоприемник. Маслоприемник чистенький. Так. Ремень ГРМ. Вон он. Сказать, что он потрескался? Нет. Интересно посмотреть, с какого он года. Так, ну внешне все очень даже ничего. Так, ну что, сейчас еще внимательнее все посмотрю и буду обезжиривать, наносить герметики и собирать все обратно. Снял еще пластиковую кожу, чтобы более внимательно посмотреть. Короче, ремень ГРМ еще более-менее в нормальном состоянии, но привод масляного насоса, ремень уже потрескался
И кое-где на зубьях уже есть трещины. Вон там. То есть в следующем году надо будет подготовлюсь и буду в следующем году уже менять эти два ремешка. Так, мотор собрал. Что хочу сказать, что по состоянию ремня, мне кажется, и ремень ГРМ надо менять не позже, чем через 120 тысяч. Как пишут 200-220 тысяч, это навряд ли, чтобы он такой пробег прошел. Так что смотрите, мне кажется, 100-120 тысяч надо менять. Может быть, сам ремень ГРМ и пройдет, но ремешок масляного насоса точно не пройдет, потому что, как видите, на 100 тысячах он уже потресканный. Все, всем удачи, пока.